все самые сильные кандидаты не были зарегистрированы. Был зарегистрирован один кандидат, вокруг которого мы все собрались, тем самым Мария Колесникова, которая представляла штаб Бабарыка, я, которая представляла штаб своего супруга. Мы показали всем белорусам, что только вместе мы можем бороться с режимом, который строился на протяжении 28 лет. Сегодня, спустя 2 года, в юбилей, или как-то в годичную юбилей со дня выборов президента Республики Беларусь, мы должны констатировать, что ситуация в нашей стране значительно ухудшилась. На сегодняшний день количество политзаключенных у нас растет каждый день. Сегодня составляет 1562 человека, из них 184 это женщины. Мы работаем в рамках Белорусского женского фонда, который я создала и возглавляю с политзаключенными женщинами. Мы слышим эти истории, и они действительно ужасающие. И мы понимаем, что на данном этапе мы не можем сдаваться в нашей борьбе до тех пор, пока невинные люди находятся в тюрьме, включая мою подругу Марию Колесникову. К сожалению, как я сказала, ситуация в нашей стране ухудшается. На сегодняшний день наша страна оккупирована Российской Федерацией. Нас втянули в никому не нужную войну, то есть против братского народа Украины, потому что у каждого практически белоруса есть родственники, знакомые, друзья, коллеги, которые находятся в Украине. Для нас, конечно, это огромная боль видеть, что невинные люди погибают, женщины, дети. И сегодня мы должны признать, что те 2 пункта, вокруг которых мы объединились в Республике Беларусь 2 года тому назад, они не были достигнуты, то есть у нас не были проведены не президентские выборы, у нас не были освобождены политзаключенные. 2 года в оппозиции происходят довольно-таки странные вещи, то есть мы должны констатировать и посмотреть правду в глаза, что мы действительно работаем разрозненно, у нас отсутствует полное отсутствие координации деятельности, у нас отсутствует прозрачность, у нас отсутствует инклюзивность, и именно поэтому мы находим, я вчера посетила конференцию, которая была организована офисом Светланы Тихановской, открыто подсветила, так сказать, все проблемы, которые у нас на сегодняшний день существуют. Мы не сдаемся, мы понимаем, что только совместными усилиями, вовлекая Белорусское демократическое общество обычных белорусов, мы можем договориться и решить о следующих действиях по свержению режима Лукашенко. Именно поэтому мы создали демократическими силами форум демократических сил Беларуси, который уже прошел в мае 2022 года в Варшаве и в июле в городе Берлина. Это единственная площадка, куда приглашаются абсолютно все белорусы, инициативы, представители гражданских инициатив, представители партий и так далее, где мы открыто можем обсуждать наболевшие вопросы, и то, что нам предстоит еще решить в Республике Беларусь. Поэтому мы понимаем, что мы должны действовать по-другому. 2 года прошло, никаких результатов не было достигнуто. И если мы будем идти тем же путем, то мы еще, к сожалению, будем продолжать находиться за границей, не дома, в ближайшие 2-3, бог знает сколько времени. Именно поэтому просим вашу поддержку в нашем Белорусском демократическом форуме. Мы в четверг будем запускать новую инициативу по объединению всех белорусов, где голос каждого белоруса будет услышан, потому что только совместными усилиями, только находясь вместе, мы сможем, как я уже сказала, побороть этот режим. Спасибо.